Здравствуйте, мои дорогие ветераны апокалипсиса. Налейте-ка сразу себе чайку, ну или настоечку из коры дуба. Потому что сегодня мы будем разбирать вопрос дня. Почему все окружающие люди такие духовные, но при этом почему-то такие несчастные? Мне тут подписчики пишут: Шут, дай нам практики, дай нам какие-нибудь крутые практики. А я смотрю на все на это, как на просьбу дать таблетку от жадности тому, кто жрет по ночам из холодильника. Причем все время. Практики. Всем нужны какие-то практики. Причем в интернете столько гуру, что если каждый даст по одной практике, то мы вдруг сразу умрем от переизбытка осознанности, не успев дойти до туалета. И на самом деле, ведь не в практиках дело, а в вопросе, который люди перед тем, как лезть в какую-то там эзотерическую духовность, забывают себе задать. Зачем, собственно говоря, тебе вообще какие-то там практики? И сегодня у нас тема дня. Не как стать просветленным за 10 минут, а какого черта тебе вообще это все надо? Эзотерика, духовность. Потому что духовный поиск на самом деле это не какой-то там поход в фитнес-клуб, куда можно прийти, покачать бицепс и пойти домой. Духовный поиск – это тюрьма, из которой ты либо выходишь другим человеком, либо остаешься в ней навсегда. Но уже с мантрой на устах. Ом намах шивая. И вот в чем правда. Большинство людей приходят в духовность вовсе не за свободой, а за анестезией. Затем, чтобы не решать свои реальные бытовые вопросы и проблемы, а спрятаться от них куда-нибудь в тишину, в медитацию. Как страус голову прячет в висок, вот точно так же. И вот об этом мы сегодня и поговорим. Первая категория людей. Первая категория людей – это те, кто в жизни столкнулся с каким-то разочарованием или болью, страданиями, ну и всяким разным незаразным. И вдруг решил, что магия, эзотерика его обязательно спасет. Ну или обязательно поможет. И они приходят в эзотерику, как в аптеку за обезболивающим. Но при этом приносят с собой все свои человеческие амбиции, эмоции, стереотипы мышления, внимание. Они хотят, чтобы практика, какая-то там магическая практика, решила все их бытовые проблемы. Вернула мужа, починила здоровье, принесла как можно больше денежек. Но, как говорил один мудрый индеец, если ты не можешь решить свои социальные проблемы в жизни, то с чего ты взял, родной, что их может решить какая-то там волшебная палочка? Если ты в жизни реально трус, то ты как был трусом, так и останешься трусом. Только теперь будешь с какими-нибудь четками. Если ты жадный, завистливый человек, то ты как был жадным, завистливым, так и останешься точно таким же. Только теперь при этом ты будешь медитировать на изобилие. А правда жизни очень проста. В жизни просто так ничего не меняется, потому что не меняешься ты. Ты просто пытаешься сменить какие-то там декорации и думаешь, что если вдруг начал изучать какие-то там духовные книжки, эзотерику, то в твоей жизни все изменится. У тебя исчезнет страх смерти, чувство собственной важности, жалость по отношению к самому себе. Все исчезнет. Само собой. Ага. Все это чушь. Потому что человека меняют не какие-то там книги, не какие-то там размышления и философия. Человека меняют только поступки, реальные действия, а не какие-то там аффирмации и визуализации. Вот вам, кстати, цитата из древнего трактата о бесполезных практиках.
искал спасения в мантре и свечах, но не нашел богатства, власти, силы. Ты просто убежал от жизни в страх, надев колпак на голову красивый. У меня, кстати, вопрос к тебе, мой дорогой зритель. Кто из вас пришел в духовность, потому что жизнь вдруг треснула по швам? И вы вдруг решили, вот сейчас я начну медитировать, и все изменится. Причем в лучшую сторону. Напишите мне там в комментариях, если здесь такие есть. Мне интересно, хочу почитать. Что вы, собственно говоря, ищете в духовности и эзотерике? Ну, а вторая категория людей – это те, кто ищет в эзотерике просветление, силу, паранормальные способности. Они почему-то думают, что если будут медитировать по 30 минут в день, то у них обязательно откроется третий глаз. Шишковидная железа вдруг начнет работать и выделять DMT. Они вдруг научатся летать по небу, бегать сквозь стены и решат все свои финансовые проблемы. Но при этом эти люди никогда не были в спортзале. Вообще не понимают и не знают, что такое дисциплина, что такое реальный труд над самим собой. Они никогда не пытались даже открыть свой собственный бизнес. Ну или заниматься каким-либо любимым делом. Не для какого-то там бабла, а для собственного удовольствия. И все эти люди, которые ищут какие-то паранормальные способности, силу, они не понимают простую вещь. Пока ты качаешь бицепс, твой бицепс растет. А как только ты перестал качать свой бицепс, он тут же сдувается. И это закон того мира, в котором мы находимся. Невозможно получить какую-то там силу намерения, просто медитируя по часу в день. Если остальные 23 часа ты ведешь себя как размазня. Потому что сила приходит только если это и есть твой образ жизни. Как говорится, подобное притягивается к подобному. Сила приходит только к сильным. К тем, кто отжимается каждый день от пола. Безостановочно. И на самом деле не существует в природе никаких суперсекретных практик, которые бы в современном мире не были бы известны, причем повсеместно. Главное – читать правильную литературу. Есть только действия и поступки, причем каждый день, в определенном направлении. Это точно так же, как в спортзале. Нет никакой волшебной палочки или таблетки. Есть только дисциплина и бесконечные тренировки. Сквозь пот, сквозь слезы, с кровавыми мозолями на руках. И вот тут я сейчас должен сделать акцентик и сказать правду. Все это вовсе не значит, что нет никаких секретов и нет никаких тайных путей к силе. Они есть. Они реально существуют. Но вот только зачем их рассказывать и давать всем подряд? Представьте себе, что вы дали ядерный чемоданчик какой-нибудь ребенку поиграть. Как думаете, что случится? А он ведь разнесет все к чертям. И обязательно нажмет на красную кнопку. Вот так же и силой. Прежде чем лезть в какое-то неизвестное, непознаваемое, сначала нужно стать тем, кто может все это выдержать. У кого крыша не поедет от, будем говорить так, бомбардирования сенсорной какой-нибудь информации его органов чувств. Ой. Сначала нужно стать тем, кто способен пребывать в равновесии, когда все рушится к чертям. А для начала нужно доказать, что ты можешь хотя бы месяц подряд делать зарядку и не ныть при этом. Потому что сила не приходит к слабакам.
Сила приходит только к сильным. И перед тем, как сделать шажочек по направлению к такому чувачочку, она наблюдает. Потому что только подобное тянется к подобному. И я повторяю, это закон. Мечтаешь о силе и полетах, но лень поднять свою жопу с дивана. Чувак, ты можешь и дальше мечтать, что пирожки в постельку принесет тебе мама. Но у нас на повестке дня третья категория людей. Это те, кто перечитали каких-то там книжек и вдруг почувствовали себя великим гуру, избранным и философом в одном флаконе и советчиком по всем вопросам жизни. Они вдруг увидели в духовности источник самовозвеличивания и источник дохода. Они несут всякую чушь массы. И можно просто обосраться от смеха, разглядывая всех этих новоявленных, просветленных гуру. Ой, правда ведь вот в чем. Прежде чем слушать какого-либо красиво говорящего гуру, сначала нужно на него посмотреть очень внимательно. Ведь на самом деле несложно видеть человека, который находится прямо перед тобой, перед твоими глазами. И истина, она вовсе не в том, что человек что-то там красиво говорит, а в том, как он выглядит, что он делает, какие поступки совершает в жизни, какой у него тембр голоса. Человек вдруг рассказывает, как избавиться от страха смерти, чувства собственной важности, рассуждает о осознанности, о силе, а сам при этом дрыщ с бегающими глазками, который в спортзале никогда не был, или весит 120 килограмм и рассказывает вам, как похудеть. Или живет с мамой, но рассказывает, как открывать чакры и центры изобилия. Человек рассуждает о силе, о магии, а сам не в состоянии себя поддерживать в форме и элементарно заботиться о своем собственном здоровье. И эти же самые люди рассказывают о какой-то там духовности и осознанности. А сами как минимум женаты были, пару раз или больше. И вместо того, чтобы воспитывать собственных детей, алименты платят своим деткам. В общем, можно продолжать. Но суть одна. По словам людей не судят. Судят по поступкам. Но все это вовсе не значит, что нет нормальных пацанов. Каких-нибудь там гуру, сатитананда или учителей. Все они есть. Но прежде чем прислушиваться к подобным гуру, нужно научиться их различать. Соответствует ли то, что эти люди говорят, их поступкам, ихним психоэмоциональным состояниям, ихнему образу? Потому что я лично знаю таких гуру не понаслышке. И ни одного, ни двух, ни трех. Которые учат, как правильно жить, раздают советы по жизни, а сами при этом реальные чмошники. Со своими бытовыми проблемами. Которые на самом деле не отвечают за свой базар. Не отвечают за долги. Не отвечают вообще ни за что. И в случае чего предадут, кинут, обманут или обосрутся, если вдруг реально встретиться с неизвестной, непознаваемой силой, а не с глюканьем. Но зато у них всегда есть несколько десятков тысяч или миллион подписчиков и курсы по пробуждению и открытию третьего глаза. А я смотрю на всех этих гуру, и меня просто разрывает от смеха. Это как если бы лично я учил вас играть на скрипке, держа при этом в руках какой-нибудь барабан. И вы бы мне аплодировали. А музыки нет. Ой, в общем, у меня вопрос к тебе, дорогой зритель. Вы когда-нибудь покупали курсы у духовного наставника? И самый главный вопрос по этому поводу. И как?
Помогло? Напишите мне там в комментариях. Только честно, не обманывайте. Сколько заплатили и что произошло? Есть результаты? Ну и последняя, 4-я категория. Непонятных пацанов. Это люди, которые не выбирали никакой духовный путь. Никакой духовный рост, никакое саморазвитие, эзотерику и так далее. Жизнь просто заставила. И чаще всего это люди со сложной судьбой. И то, что они занимаются какими-то там эзотерическо-духовными практиками, это вовсе не какой-то личный интерес. Попытка, я не знаю, самоутвердиться в обществе или заработать кучу бабла. Потому что все это не для этого, а это способ. Способ выживания. Потому что крыша поехала, и ты не знаешь, что тебе делать. Чтобы выжить среди людей. Как шифроваться, например, чтобы тебя не спалили и в дурочку не закрыли. Только сталкинг и спасет. Именно они, как правило, и есть истинно осознанные и знающие из личного опыта воины, идущие по какому-то там духовному пути, которого на самом деле нет, потому что есть только жизнь, которой мы живем, и все. И, как правило, именно эти ребята никого, никому, никогда, нигде, ничему не учат, а только тихонечко улыбаются, либо ржут как кони, потому что они уже прошли через свой личный ад, через свои личные разочарования, страдания, страхи, боль, и вдруг осознали, что нет никакой разницы между жизнью обычного человека и жизнью духовно просветленного воина. Потому что все это просто жизнь, без всякого пафоса, без какой-либо духовности. Просто понятие, справедливость, порядочность, бескорыстие. Можно и дальше перечислять. Там уже давно все написано во всех книжках. Но люди почему-то читают, смотрят книгу и видят фигу. И не понимают, а что, собственно говоря, такое духовность? Все эти люди, которые действительно что-то понимают в этой жизни, не ходят с умным лицом. Не ведут никакие семинары и ретриты. И не раздают никаких советов. Они просто где-то тихо моют посуду дома. Растят и воспитывают своих собственных детей. Работают тихонечко и не высовываются. Даже если при этом летают по небу и бегают сквозь стены. Но в каждом ихнем действии всегда чувствуется спокойствие, равновесие, ясность. И они не кричат о своей осознанности на каждом углу. Они просто живут своей простой обычной жизнью. И это и есть самый высокий уровень духовности. Прежде всего, нужно уметь быть нормальным чуваком, человеком. Ну, а уже потом все остальное. Вот вам еще одна цитата из древнего учения о тех, кто просто живет своей жизнью. Не спрашивай, как стать святым. Заправь постель, помой посуду. Вся мудрость в том, что быть простым, забыть про слово «я не буду». Будь бескорыстным, улыбайся, любимым делом занимайся. И все. И вот тут мы подходим к самому главному. Все эти разговоры о духовности, магии, практике, эзотерике, они, конечно же, имеют место быть. Все это есть. Но прежде чем вступать на этот путь, нужно понимать, зачем. Зачем тебе это нужно, братишка? Ну или сестренка. Ведь по большому счету нет никакой разницы между обычной жизнью человека и жизнью какого-нибудь духовного воина или мага. Разница только в качестве твоего внимания и восприятия. Обычный человек живет на автопилоте, а мудрый человек живет осознанно. Но внешне это может выглядеть абсолютно одинаково.
Работа, дом, семья, дети, пробки, проблемы, которые нужно решать. Походы в магазины за едой. Просто один внутри себя все время мечется и фонтанирует какими-либо эмоциями. И ему все время нужно кому-то что-то доказать, что он самый умный, самый сильный, самый быстрый. А другой просто улыбается и всегда спокоен. Вот и вся разница. И прежде чем лезть в дебри, нужно сначала позаботиться о своей нормальной человеческой жизни. Образование, семья, отношения, любовь, работа, интересы, ценности, творчество, бабло, в конце концов. И если у вас в жизни бардак, в голове бардак, то не помогут никакие практики. Потому что сначала нужно научиться быть самим собой, научиться ладить с людьми, выстраивать с ними коммуникации, отношения, брать ответственность за свои действия, поступки, держать свое слово, если сказал, заботиться о своих близких. Ну а уже потом думать про какие-то там чакры и астральные путешествия. Иначе либо поедет крыша, либо вы просто сбежите в иллюзию, оставив за своей собственной спиной разрушенную жизнь. Ой, я сейчас скажу то, что многим не понравится. Практики – это не про то, чтобы сидеть где-то там в позе лотоса. Это про то, чтобы жить по-человечески. Каждый день делать то, что должен, и при этом не ныть. И если вы этого не можете, то никакие мантры вас не спасут. А если можете, то вам и практики никакие не нужны. Итак, дорогие мои, давайте-ка подведем итог. Вас здесь много, и вы все разные. Одни бегут от боли, другие ищут силу, третьи притворяются гуру, ну а четвертые просто живут и улыбаются. И все мы ищем что-то в этих эзотерических дебрях. Но правда в том, что ничего искать не надо. Нужно просто быть. Быть честным, быть добрым, быть внимательным. Это и есть самая главная практика. И ее нужно скачивать изнутри самого себя, а не у каких-то там просветленных гуру за деньги. Потому что все, что вам нужно, находится внутри вас. И все это у вас уже есть. Прям внутри. Потому что самое главное в жизни – это прежде всего быть нормальным, порядочным, справедливым, правдивым. А все остальное приложится. В общем, дорогие мои, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк. Если вы не бросились тут же срочно записывать все мои слова, ну или проситься ко мне на ретрит после моих прошлых выпусков, подписывайтесь, потому что я не принимаю, я только цитирую. Так что жми вон там на колокольчик, чтобы не пропустить, когда в следующий раз я начну рассказывать, как отличать настоящего учителя от какого-нибудь додика с бубном. И да, пишите, что хотите в комментариях. Ну, например, к какой категории из людей вы относитесь. Только пишите честно, потому что я люблю правду.